Вот знаете, вот Soundcore от Anker, ТВС наушники, Bluetooth наушники с шумодавом, это P30i. И знаете, почему они у меня сейчас в руках? Они у меня были раньше, я на них не обращал внимания, когда я выпустил обзорчик на OnePlus Buds 3 еще, хотя хочу уже на 4 выпускать, мне написали в комментах: Bubble, но там же есть Soundcore, Anker это бренд, и этот P30i за его деньги. Думаю, какие там деньги? Ну ладно, посмотрел, цена действительно низкая. Насколько интересные? Ну, по кодекам будем смотреть, по эргономике. И вот я почитал отзывы и вот очень заинтересовался, потому что вроде бы обещают мощный бас, саббас и вообще для техно, EDM, для вокала, говорят, прям вообще топчик. Посмотрим. Давайте я их сейчас вскрою сразу же. Потому я хочу сразу оценить их эргономику и комплектность. Сами по себе наушники, а потом уже пойдем, будем слушать и посмотрим, сколько стоит. Смотрите, что у нас, лисичка, показываю так вот поближе. У нас есть тут набор амбушюрок. Амбушюры на этом оценим. Есть кабель зарядки и сами саундкоры. Ничего пока что примечательного такого не вижу. Обыкновенная коробочка. Скрываем аккуратненько. Ну, пластик класс. Мягкий, не мягкий имеется в виду, такой, знаете, шероховатый, прикольный. Вскрываем наушнички. Они маленькие. Они, знаешь, они такие совсем такие малыши. Так, оттуда отпали наклейки. Наклейки убрали сразу. Они нам не нужны. И обыкновенный кейс. Ничего такого примечательного не вижу пока что. Смотри, по наушникам. Я вижу здесь... Где микрофоны? Один микрофон вижу. Второй микрофон вижу. Подожди, двухмикрофонная на один. Ну, посмотрим, что они заявляют. Вообще такое возможно только лишь когда используют системы на два микрофона на одно ухо, то обязательно подключают нейронку какую-нибудь для очистки. Хотя, по идее, они сколько здесь? ANC, я думаю, что здесь не менее 40-42 децибел должно быть. Ну, вот обычно в таких наушниках, в таком исполнении. Ну, ладно, давай, иди сюда, лисичка, попробуем с тобой эргономику их. Как бы будем изучать шаг за шагом. По амбушюре. Амбушюра средней жесткости. А я, честно тебе скажу, я бы амбушюру поменял. Мне амбушюра не нравится. Подожди. У нее, знаете как? У нее жестковатый ободок. И вот попробуй, ты сразу поймешь, у нее юбка амбушюры, она как сопли. Вот она такая, знаешь, как... Да, то есть я боюсь, что конструктивно они будут выпадать именно из-за амбушюры. Не из-за конструкции самих наушников, а из-за амбушюрок. Вот такое тоже возможно. Давайте пробуем посадку. Да, вот то, что я говорил. Вот когда я прав. Амбушюрки мы вам закинем в описании под видео. Нормально, все, выталкивает. Амбушюра говно. То, что я говорил. Но сидят прилично. Я прям... знаете, чего не хватает? Ну, размер меня устраивает. Маленький размер, все хорошо. Сейчас очки сниму. Попробуем. Не, они не выпадают ни при каком раскладе. Для спорта подходят. Вот наш тест на битью по уху. Очень совсем выпадают. Будет выталкивать, говорю сразу. Потому что хороший наушник, его как ни бей. Вот этот сильнее выходит. У меня одно ухо поломано. Да, выходит. То есть для спорта они подходят, но надо менять амбушюру. Если сменить амбушюру на хорошую, будет отлично. Будет отлично. Здесь такая среднепрофильная амбушюра. Ничего примечательного. Сидят хорошо, не выпадают. А ну как смотрится, Леночка? Восхитительно, да, черные вообще такие красавцы. Не, хорошо. Сидят, они мне не мешают. Но амбушюру поменять надо. Долго вы их не прослушаете. И небольшое внутреннее давление я уже чувствую. Давайте так, в принципе, ссылка в описании под видео. Сейчас мы перейдем, посмотрим, сколько стоит, что заявляет нам производитель. Ну и будем слушать, там же уже сделаем выводы. Вот очень меня заинтересовало именно за то, что мне написали подписчики. Все, переходим. Так, друзья, $40 они стоят на Алиэкспрессе. На текущий момент вообще актуальную цену можете посмотреть в описании под видео по ссылке. И да, даже промокодик для тех, кто на aliexpress.com закидывается, закину вам. Теперь смотрим, что они нам заявляют. Ну, я вам сразу скажу, они, может быть, этого не напишут, но здесь 10-миллиметровый динамический драйвер. Ну, здесь фактически излучатель с фирменной технологией Bass Up. Это усиление баса, как они заявляют. Ну, давайте посмотрим, что они нам говорят. Вот это вот, видите, вот эта вот подставочка здесь есть. Вот, я только сейчас увидел. Вот так вот смартфончик можно ставить.
Типа подставочка под наушнички. О, 42 дБ. Я говорил, 42-46. Вот я знаю четко, как эти АНЦ, адаптивные АНЦ. Да, 42 дБ. Мощный. А вот 10 мм драйвера они пишут. И у нас получается басап технология. Ладно, ладно. 45 часов, от одного заряда 10 часов. И у нас супер звонки. Слушайте, видите, они заявляются, что здесь есть ENC, Environment Noise Cancelling, так называемый. Это значит, что и ваш собеседник вас тоже не должен слышать. Вернее, вас должен слышать, а окружающие звуки нет. Так, комфортно, эргономично, это мы уже поняли. Ага, приложение. А как приложение называется? Есть 3D Sound, это что у них, иммерсивный звук есть? Сейчас посмотрим. И мультипоинт. За мультипоинт отдельное спасибо. Кстати, мультипоинт здесь работает, я уже потестировал. Слушайте, а давайте найдем приложение. Я не знал, что приложение. Дай мне, пожалуйста, инструкцию, лисичка. Интересно. Так, ищем приложение, потому что без приложения они бесполезны. Я ни одного упоминания про приложение. Ладно, давайте сейчас подключать. Уже включаю вам запись экрана. И поехали их подключать. Заходим в Bluetooth, открываем наушники, вставляем. Вообще такой звук прикольный, когда их одеваешь. Прямо, прикольно. Ладно. Сейчас вот саундкоры появились. Так, подключились. Кодеки у нас поддерживаются HD, AAC и SBC. Больше других кодеков нет. Ну что ж, такое себе дело. Не скажу, что это самые лучшие кодеки. Посмотрим, как они себя поведут. Интересно, какое приложение. Если ввести в поиске Soundcore Anker. Soundcore есть такое. Как-то так. 184 мегабайта. Что ж они туда напихали-то, а? Oh, yes. Меня запустило. Так. Выполняется поиск. Смотрим. Soundcore P30A есть. Работает. Заходим в Soundcore и видим обновить прошивку. Так, ребят, наушники обновились. Сразу бросается в глаза у нас шумодав. Шумодав очень прикольно сделан. Достаточно хорошо. В обычном режиме из-за плотности прилегания примерно 25% пропускания звука. В шумодаве вообще классно. И режим прозрачности. Прям слышу все. Хорошо. Защита от шума ветра есть. Звуковые эффекты. У нас, видите, объемный 3D звук. Immersive Sound. Потом попробуем, как он звучит. Видите, для классики эквалайзеры. И пользовательские эквалайзеры есть. Хорошо. Теперь... посмотрим. 22 пресета, ребята. 22 пресета. Я такой первый раз вижу. Ладно, посмотрим. Есть игровой режим. В игровом режиме отключает звуковые эффекты. Объясню. Дело в том, что игровой режим по началу выпуска этих наушников, здесь была задержка 150-200 миллисекунд, и игрового режима как такового не было. Поэтому то, что он сейчас есть, это прям вот молодцы, что это сделали, потому что прям было, я читал отзывы на форумах, люди жаловались, если уж обозревать наушники, я должен понимать, с чем я имею дело, люди жаловались на рассинхрон звука голоса и губ. Сейчас это дело устранили. Так, элементы управления, то есть можно назначить одно касание, двойное касание, тройное, нажать удерживать, двойное нажатие и нажать удерживать. Ладно, посмотрим. Для каждого из наушников это хорошо. Теперь проверка прилегания. Давайте сейчас посмотрим. Отличное прилегание, такое себе. Я прям слышу, что у меня отлично. Тональный сигнал запросов, звук накрывания, двойные соединения. Это, знаете, что подразумевается? Можно подключить еще, допустим, ноутбук. Опять же, мультипоинт. Если поступает, если вы слушаете в ноутбуке музыку, а потом поступает звонок на смартфон, он автоматически переключит. Вы положили трубку, он переключит обратно на ноутбук. Отлично, есть. Автоматическое выключение через 30 минут, поиск устройства, имя устройства, обновить прошивку. Больше ничего здесь нет такого, ладно. Имеем, что имеем. Шумодав хорош. Давайте сразу проверять. В принципе, знаете чего? Я предлагаю проверять качество звонка. Леночка сейчас отходит и звонит нам с улицы. Она будет записывать на диктофон. Так, лисичка пошла на улицу. Сейчас она нас наберет и послушаем, как работает ли ENC, во-первых, как я ее слышу. Хотя я уже в них разговаривал. Когда делали запись, мне позвонили люди, я разговаривал минут 20. Вот я слышу ее. Алло, да. Подожди секундочку, я включу запись разговора. Цей дзвінок записується. Есть. Ты слышишь меня? Да, я тебя слышу. Так,
Ты слышишь звук кондиционера? Нет, я не слышу. Я слышу только твой голос. ЕНЦ работает, отлично, супер. Я тебя слышу более-менее нормально, но не так хорошо, как я хотел бы. Я это еще заметил на звонке, когда мне звонили во время съемок. Могло бы быть лучше. Возможно, какими-то пресетами можно попробовать исправить. Но, например, те же самых Melo Buds Pro за $30 звучание поинтереснее при разговоре. Ну, поговори еще раз там. Я продолжаю тебе что-то говорить. Ну, ты знаете, тут басовость какая-то чувствуется. Не знаю, меня не хочется. Не, ну, в принципе, хорошо. В принципе, хорошо, нормально. Все, возвращайся. Бас. Слушайте, по хип-хопу. По хип-хопу. Вот я сейчас уже слушаю, да, по жанрам эту музыку. И что я могу сказать? Это, пожалуй, стихия саундкора вот этого P30i. Вот это вот низкочастотные биты, бас, электронные ударные. Я не знаю, воспроизводится очень мощно, глубоко. Знаете, как вот если описать, знаете, бас бьет прямо в грудь. Вот так вот примерно. Ну, сейчас... О-хо-хо-хо! Твою мать! Вокал неплохо, он вокал где-то в средних частотах. Вокал не страдает вообще, хорошо. Несмотря на его басистость, басовость. Чуть-чуть приглушенные верха. Ну, вы знаете, вот по рэпу и хип-хопу, я вам скажу, очень неплохо, очень неплохо. Вот эта басовость, бас и суббас дают вообще отличную картинку. Вообще здесь мощный бас, очень такой, знаете, глубокие низы, энергетичная такая подача. Насыщенно, достаточно весело. Ну, не знаю, посмотрим. Давайте другой какой-то жанр, ну, по хип-хопу вообще. Давайте попсу послушаем. Прям давайте обязательно с вокалом. Вот этот вот бас, который здесь, он прям басовый фундамент дает, знаете, такой. Знаете, что скажу? Дело в том, что суббасовость чуть-чуть прибивает вокал, но это звучит очень хорошо. Вот прям совсем неплохо. Мне сейчас еще чуть-чуть удостовериться. Здесь сглаженные высокие частоты. Вот, в принципе, знаете, вот женский вокал, вот он чуть-чуть, знаете, как он чуть-чуть потерял воздушность, вот эти вот приглушенные высокие частоты, они прям чувствуются, вот чуть-чуть они приглушены, уже нет воздушности у женского вокала. Ну, есть как есть. В принципе, 4 из 5 железно могу поставить, но это очень неплохо. Это очень неплохо. Давайте классику послушаем, моя любимая классика. Сейчас, давайте даст. Тут проблема именно вот этих вот затычек ТВС внутриканальных, скорее всего.
Приглушенные верхние частоты, да, которые здесь, вот, они сразу это можно оценить, и этот суббас он делает, знаете, вот эти вот струны, особенно духовые, когда зашли инструменты, они звучат мягкие, знаете, вот такой без яркого блеска, как это в классике, знаешь, там, и там и пошло наверх подъем. Здесь такого нет, их приглушили немножко, плюс вот эта вот немножко узковатая сцена. Но по поводу сцены мне, наверное, насчет внутриканальных ТВСов ну, говорить-то особо не приходится. Обычно эта сцена, здесь не исключение, она находится в середине головы, она немножко даже уже, чем, допустим, у ее конкурентов OnePlus Buds. Допустим, к тому же здесь нет сертификации, здесь нет сертификации Hi-Res, и, в принципе, вот знаете, для Hi-Res Wireless было бы неплохо, здесь были бы не такие мягкие, высокие, и можно было бы классику слушать. Но классика мне не нравится, как звучит. Вообще. Не то чуть-чуть. О, фортепиано, давайте. Ну, знаете, как бы я бы это назвал? Они слишком простые для академической музыки. Вообще простые. То есть они очень упрощенный звук. Для ценителей вообще не пойдет. Не слушайте их. Здесь просто, понимаете, здесь физически маленькие драйверы. И посадка в ушах вот этот вот ограничивает масштаб звучания. Вы не получите здесь нормально. Думаю, более подходящие модели нужно искать. Короче, знаете, что я вам скажу? Мелкие нюансы вообще затеняются вот этим общим басовым фоном. Бас их забивает. По классике 3 из 5 и даже не советую это слушать. Вот я вам серьезно говорю. Давайте электронику послушаем. Здесь есть такие хорошие композиции, кстати. Воу! О, здесь вот бас, наверное, сейчас проявится. А ну-ка. Здесь такой акцент на бас, скорее всего. Бас так плотненько пошел. Знаете, здесь пойдут, наверное, все вот эти вот клубные треки, хаус, техно, дабстеп. Сейчас. Здесь хороший акцент именно на бас. Вокал неплохо. Понимаете, почему электроника? Почему электроника здесь будет хорошо звучать? Обычно в электронике вот эти средние частоты вокальные, они не перегружены какими-то инструментальными моментами. Ну, изначально их не делают. Это ни акустика, ни классика, ни джаз. То есть, поэтому здесь и хорошо прорисовывается все глубоко. Наушники охренительно уходят в самые низы, когда вот эта вот первая композиция вниз. Прям очень хорошо, я вам скажу. Потому что обычно в такой музыке нет обильных верхних, да, басок качает. 5 из 5. 5 из 5. Для электроники, мать его, 5 из 5. Просто тупо 5 из 5. Так, джаз. Джаз, а ну-ка, джаз. Джаз, тут могут быть проблемы. Смягченные вот эти высокие тоже могут сыграть такую злостную какую-то шутку с щеточками, которые так необходимы в джазе. Контрабас сильно уходит, басит сильно. Слушать можно, но я сразу вот говорю, а ну подождите. Сцена плоская, знаете, она довольно плоская, я вам честно говоря. Инструменты как будто вот на одной линии. Они близко к слушателю, ко мне, да, по факту. Не ощущается большого пространства или зала, или хотя бы чего-то, вот, знаете, не хватает. Нету воздуха вообще. Короче, я вам скажу так, знаете, вот по джазу тоже тройка. Я вот любителям джаза. Слушайте, ну вот на таком вот сейчас вот это вот
по сути, трио. Это простая простая аранжировка, трио либо квартет. Они здесь будут еще как-то разборчиво звучать. Нормально. В плотных каких-то моментах с обилием низких частот уже там, знаете, возникает ощущение какой-то скученности. С учетом того, что сцена плоская, да, она у вас где-то в голове в середине. 3D саунд, я не думаю, что что-то решит. Ну, давайте попробуем включить этот 3D саунд. Хотя иммерсивный звук сейчас попробуем, конечно, но я опять же сильно сомневаюсь, что он как-то на что-то повлияет. Давайте объемный 3D звук, то же самое. Я выключу. Знаете почему? Я выключу. У меня это ненормально, это не иммерсив саунд, не иммерсивный звук нормальный, это просто какой-то 3D-эффект. Это такое ощущение, что ты где-то в большой комнате и посредине стоит магнитола или колонка, которая просто играет. Оно играет в одной точке, но с разносящимся эхо. Это не добавило ему сцены вообще глубины. По джазу по 3 из 5. Давайте рок, ну какие-нибудь метальные композиции. Ну. Она. Оу. Гитара немного смягченная. Эх, знаете чего? Вот это вот прям вот густой бас, он добавляет вес бас-гитаре, он добавляет вес ударным, вот прям звучит. Чуть-чуть смягченные верха, они, ну вот теряется вот эта вот часть хрустящей вот этой вот атаки, когда в металле там да. И знаешь, где-то вот на верхах вот чуть-чуть этого хруста не хватает. Эх, я, кстати, неплохо, я вам скажу. Ну, давайте какую-нибудь классику послушаем. Вот прям я первые наушники, которые слушаю для металла, вот так вот более-менее подходят. Хотя, я вам скажу, бывает лучше. Вот это хорошо звучит. Здесь прям... Если бы не смягченные верхние частоты, я бы дал бы 5 для рока. Подождите, давайте с вокалом в роке послушаем. Чуть-чуть он, знаете, что он так прикрывается басом. Хотя разборчивый, нормально. Ребят, плотная ритм-секция, вот хорошая масса звука, немножко вот эти вот смягченные верха, они вот немножко... И вот усиленный бас, они чуть-чуть прикрывают вокал, но в целом 4 из 5 для рока и металла. Вот первый раз, вот то, что я тестировал, допустим, ну не первый в принципе, первый из таких вот дешевых ТВС, когда можно в принципе говорить о более-менее нормальном прослушивании для роковых композиций. Неважно каких, классический рок, там, джаз-рок, там, можно, ну джаз-рок такое, там, металл там, и все остальное. Ну нормально. В принципе, неплохо. А так, я вам скажу, можно уже... Давайте еще что-нибудь послушаем, так, ради прикола. Я еще... Ой, слушайте, электроника. Мне очень понравилось, как электроника звучит. Прям вообще. Ну. Слушайте, ну я прав, по электронике неплохо, хорошо бас заходит. Вообще я вам скажу, ширина сцены, вот, хотя это не узкий, да, у всех вот этих вот ТВСов, здесь достаточно, вот, и выталкивает. Я насчет там бушур, блядь, вот вообще не ошибаюсь никогда. Они достаточно ширина сцены для прослушивания, но
только лишь для комфортного стерео. Плоская сцена, узкая в середине головы, больше сходится к середине головы. Хороший бас, яркий, хорошо уходит вниз, там, знаете, суббас отличный, хорошо подходит. Я уже, в принципе, делаю резюме, да, хорошо подходит для электронной музыки, для попсы, для классики вообще не рекомендую, для джаза, соул, для металла и рока 4 из 5, и, в принципе, я могу сказать, что за $40 неплохо. Именно подходят они для любителей баса, именно для басовой составляющей, ну, тех, кто любит баса. Я вам скажу, знаете, это вот наушники на каждый день с явным уклоном в современные вкусы, ну, как у нас там молодежь. Они лучше всего подходят тем, кто слушает много басовой, энергичной музыки по факту. Вот эта штука вообще, ну, не понимаю, кино смотреть, да, не такое фигня. Скажу так, нет аудиофильской точности, для аудиофилов они точно не подойдут. Мне не хватает кодеков aptX, aptF Adaptive, либо там какого-нибудь LDAC, LDAC, короче, не хватает. Immersive Sound, 3D звук, который они заявили, не привнес в сцену никаких чудес. И кодек AAC, в принципе, хотя и отрабатывают нормально, да, там в паре с этими наушниками, но нет сертификации Hi-Res, и в связи с этим, то есть они ограничены 20 тысячами Гц, там насколько они вытягивают эти 20 тысяч Гц, тоже такой вопрос. И скажу вам так, что вот я могу их порекомендовать, но только если вам нравится басовость. Если басовость хотя бы чуть-чуть там уйти от басовости, то вариант, например, Melody Buds Pro звучит, да и выглядит намного интереснее, несмотря на его детские болячки. Потому что он, во-первых, стоит дешевле, во-вторых, там Hi-Res есть, и по шумодаву я вам скажу, хотя здесь шумодав отрабатываю, но я сейчас слушал, и чего-то там уже у меня, там, давайте в Soundcore заведем, что у меня там включилось? Подключение, постоянное переподключение. Вот сейчас шумодав, а он почему-то работает в режиме обычный. Что-то у него с шумодавом не доработали, но шумодав работает. Ребят, я рекомендую, в принципе, неплохие наушники, но варианты есть получше. Конечно же, с OnePlus Buds 3 нельзя сравнивать, тем более с 4 вообще нельзя сравнивать. Даже с Melody Buds Pro нельзя сравнивать, я вам могу сказать. Хотя ни у Melody, ни у OnePlus нет такой басовой составляющей, как у этих наушников. Мое мнение вы услышали, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.